Это безумие. Только что в Yahoo Finance появилась статья под названием $52 291. В XRP – самый крупный перевод богатства, которая была удалена через несколько минут после публикации на Yahoo Finance. Также просочились сообщения о том, что Ripple и Федеральная резервная система совместно работают над платежной системой FedNow, которая будет раскрыта очень скоро. И они собираются использовать XRP через эту платежную систему. И это все в дополнение к тому, что Coinbase повторно внесла XRP в список и еще много других сумасшедших новостей. Но прежде чем мы перейдем к этому, я хочу напомнить вам всем, ребята, пожалуйста, нажмите кнопку «Мне нравится», подпишитесь на канал с включенными уведомлениями о публикациях. И поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей. Потому что каждый божий день мы возвращаемся к вам, ребята, с сумасшедшим эпическим видео, которое раскрывает вам, ребята, информация, которую никто никогда раньше не видел. Как бы то ни было, давайте сразу перейдем к сегодняшнему видео. Сейчас первое, о чем мы будем говорить, это статья Yahoo Finance, в которой прогнозируется цена XRP на уровне $52 291. В XRP Dash происходит крупнейшая передача богатства, и в ней говорится, что эта статья была удалена через несколько минут после публикации. Теперь, если мы перейдем к источнику Yahoo Finance, это приведет нас точно на страницу Yahoo Finance с 1,5 миллионами подписчиков. Сейчас я лично не видел эту статью, поэтому я не могу гарантировать это для вас, но есть вероятность, что она была опубликована, а затем удалена. Я также зашел на сайт и фактически добрался до него, чтобы узнать, есть ли у него точный источник рассылки, но мы дадим ему немного времени. И я продемонстрирую его вам, ребята, когда он ответит, надеюсь, в следующих видеороликах. Второе место в списке занимает компания Ripple, которая в 2015 году предложила Федеральной резервной системе создать платежную систему FRS сейчас. Представитель которой фактически обратился в Федеральную резервную систему, и поэтому, скорее всего, существует связь между Ripple XRP и Федеральной резервной системой. И, конечно же, вот клип с точным представителем Ripple, который обратился к федеральному правительству в 2015 году, чтобы предложить им эту платежную систему FedNow. Я собираюсь прокрутить клипы для вас, ребята, и заставить вас услышать то, что он хочет сказать. Прокрути клип. Отчасти потому, что я занялся этим так рано, я предложил вернуться к ФРС и группе исследователей там примерно в 2014 или 2015 годах. В значительной степени люди не называли это в то время, но как блокчейн-разрешение для цифровых валют Центрального банка. Они пришли к группе исследователей и спросили, если бы мы гипотетически захотели перевести доллар в цифровую форму, как бы это выглядело. Мы сказали следующее: послушай, ты можешь начать с блокчейн-разрешений. Это могут быть и другие юрисдикции. Так что это касается не только доллара США, но и целой кучи других валют. Итак, вы понимаете, что такое совместимость, не так ли? У тебя получаются такие же вещи, как мы видим на Ripple и так далее. Ты мог бы использовать блокчейн, но ты. В настоящее время считается, что тебе нужна промежуточная валюта, и этим мостом может быть стабильная стоимость, подкрепленная долларом США или евро. Это может быть валюта, даже если у Ripple есть альтернатива. Его опробовали только в мае, так что он еще не вышел на общекорпоративный уровень. Это просто умопомрачительно. Но что еще больше поражает меня, так это то, что Coinbase продвигается вперед и предлагает шаги для возобновления торговли XRP на криптовалютной бирже, которая исключила XRP из списка, когда произошел судебный процесс Ripple против Street. Крупнейшая криптобиржа Соединенных Штатов приостановила торговлю XRP в декабре 2020 года после иска XRP, поданного против Ripple агентством SEC. Генеральный директор Эдвард представил сценарий, при котором судья мог бы вынести решение по иску XRP в пользу базирующейся в Сан-Франциско компании Ripple, занимающейся крипторешениями. Соответственно, я спросил Грилла, внесет ли Coinbase в список или возобновит торговлю XRP, если дело сдвинется в сторону Ripple и шестой по величине криптовалюты. Отвечая на вопрос, директор Coinbase отметил, что торговля XP может возобновиться, если Ripple выиграет судебный процесс, видя ключевое условие. Вполне возможно, что все это будет зависеть от основания постановления, юридической аргументации судьи, нашей оценки того, утвердит ли апелляционный суд такое решение или нет. Многое будет зависеть от особенностей решения суда. Я знаю, что некоторым это не доставит большого удовлетворения, но у нас, как у компании, зарегистрированной на бирже, есть обязанности осторожно действовать в этой области. И в отношении любых токенов это является предметом судебного разбирательства в федеральном суде. В еще одной сумасшедшей новости появилась утечка информации о том, что Ripple официально оплатила свои судебные издержки по судебному иску Си. И многие люди фактически ссылаются на то, что они стоят на своем и верят в это. У этого твита более 106 просмотров, 759 лайков и 112 ретвитов, а также множество проверенных сотрудников, которые комментируют, что они действительно согласны с ним. Поэтому я хочу еще раз сказать, что такая возможность существует. Это очень интересно, это может иметь огромное значение. И это происходит в идеальное время, когда все выглядит так, как будто все совпадает с соглашением Ripple и SEC в ходе переговоров. Так что это очень хорошие новости. И мы действительно могли бы увидеть, что противостояние Ripple и SEC наконец произойдет 31 марта, как и предсказывали многие видные аналитики в криптоиндустрии.
Вот еще несколько свежих новостей для вас, ребята. Пришло время вскрыть документы с речью Хинмана. Процитировал Рози Лейтон, специалиста по международной технической политике Соединенных Штатов Америки по американо-китайским отношениям. А также ваше мнение и отношения с университетом Асборга. Она является одним из очень важных людей, и тот факт, что она ссылается на иск СЭК, говорит о том, что СЭК теперь обязана и должна взять на себя ответственность распечатать документы Хинмана по решению суда. Потому что суд постановил, что документы Хинмана должны быть переданы Ripple. Это очень важное событие, и оно действительно может оказаться положительным для Ripple, потому что если бы это действительно произошло, то это почти гарантировало бы победу Ripple в этом судебном процессе Ripple против СЭК. Опять же, это еще один ключевой признак того факта, что скорее всего будет достигнуто мировое соглашение, потому что комиссия по ценным бумагам и биржам не захочет отказываться и показывать нам документ Хинмана. Вот прямо здесь находится человек, который в очередной раз также считает, что 31 марта будет иметь решающее значение для Ripple XRP. Благодаря соглашению между Ripple и SEC, которое отразится на цене XRP. Я также хочу отметить тот факт, что судья Voyager предоставляет Ripple положительный аргумент против SEC. И в твиттере техасского Майка он заявляет, что это определенно помогает Ripple быть справедливым и ничьей защитой. Судья Voyager предоставляет Ripple еще один аргумент победы в битве против SEC. Все также знают о стандарте ISO 222, который на самом деле будет интегрирован к концу этого месяца или в понедельник, то есть примерно через 2 дня. Так что это будет безумие, потому что в понедельник более 11 учреждений в более чем 200 странах перейдут на эту новую платежную систему ISO 222. И угадайте, какая криптовалюта будет лидировать в этом стандарте ISO 222 – XRP. Вот еще один человек по имени Капитан XRP, который также отметил тот факт, что судебный процесс Ripple и FC может закончиться до 31 марта 2023 года. Ребята, вице-президент по взаимодействию с Центральным банком и CBD в Ripple сказал, что XRP Ledger – это ведущий в мире публичный блокчейн, созданный для платежей и выпуска валют, поэтому он естественным образом подходит для CBD. Подумайте обо всей информации, которую я вам рассказал, ребята, и которая как бы соотносится с платежной системой FedNow. По крайней мере, для меня весь анализ, все совпадает, все будет шаг за шагом доказывать нам, что система FedNow похоже работает с Ripple, Федеральной резервной системой XRP. Это идеальное сочетание, и Федеральная резервная система уже очень давно ищет что-то похожее на систему RippleNet. Он является самым передовым с точки зрения инноваций, эффективности цены и всего остального, поэтому он подходит только для CBD. И было бы очень разумно, если бы Соединенные Штаты Америки действительно использовали его. Особенно с тех пор, как мы можем сказать, что судебный процесс по делу Rippleverse подходит к концу. Конец и платежная система ВДА будет выпущена только после завершения судебного процесса по делу Rippleverse SEC. Значит, все совпадает, во всем есть большой смысл.